Hello, Gamer! Сегодня мы поговорим про лук в Майнкрафте. Расскажем, как из него стрелять, как двигаться и разумеется о том, как уклоняться от лука. Применять лук в PvP в Майнкрафте мы можем как на различных мини-играх, так и в обычной игре. Поговорим мы про дуэли и Skywars. Разумеется, не обойдем стороной B2. Начнем по порядку. Лук на Skywars. С чем его есть? С хлебом? В данном режиме преимущество лук будет давать нам на средних дистанциях. 10-20 блоков. Наша задача не пытаться попасть из лука с полностью натянутой тетивой. Вот она, если кто из геймеров не знал. А нам нужно лишь держать противника на безопасной дистанции. А следовательно, нужно быстро стрелять и попадать. Урон мы будем наносить медленно. Если вы промазали начальные выстрелы и враг подошел уже очень близко, менее 7 блоков, пытаться играть луком смысла уже нет. Нам нужно либо давать отпор в ближнем бою, либо менять позицию, используя блоки и прочие расходники для попытки заметить врага. Дуэли, пожалуй, это единственное место, где нынче можно играть именно луком. Рассматривать мы будем Bowmasters с креатива плюс, так как дуэли тут достаточно долгие, чистые и интересные. Итак, бой начинается на дальней дистанции, и наша задача — попадать в противника с как можно больше дистанции и уклоняться от ответных выстрелов противника. Тут мы и будем развивать умение уклоняться от лука. Оптимальным вариантом стрельбы на дальней дистанции — это стрельба на опережение. Запомните это. В этом и есть вся суть и ахиллесова пята лука. Чем ближе мы к противнику, тем больше можно снижать силу натяжения, а значит и время между выстрелами. Ведь наша задача — не подпустить оппонента слишком близко. В зависимости от пинга мы должны рассчитывать, в какую сторону предположительно двинется игрок, и выстрелить плюс-минус эту точку, при этом двигаясь влево или вправо. Тут важно понять игру оппонента и уметь подловить его. А как это сделать? Чтобы вернуться от выстрела, необходимо научиться обманывать противника. Делать мы это можем уйме способов. Кратко пробежимся об основных из них. Первое. Двигаться рывками и останавливаться на секунду-две на месте. Второе. Это стоять на одном месте и двигаться только во время выстрела влево, либо вправо, не двигаясь, когда в нас стреляет враг. Третье. Это секретный чудо-способ, который зависит от первого и второго способа. Суть в том, что мы используем их, а далее начинаем просто передвигаться в одном направлении вправо, либо влево, отстреливаясь раз в 2 секунды. Матерый игрок ждет подвох, на чем он ломается. Четвертое. Медленно, без спринта, передвигаться вперед-назад, то есть влево или вправо, со стороны оппонента. Это крайне раздражающий прием, почему бы и не поиграться на нервах оппонента. Это имитация потребления еды или зелий.
Бэдварс? Да, он самый. Пожалуй, на этом режиме мы реже всего видим лук. Связано это с тем, что стоит он достаточно дорого и пропадает при смерти. Вместо него игроки обычно предпочитают покупать броню или спустить все золотом на золотые яблоки, железные мечи или на запчасти для защиты кровати, вроде дерева, которым они обволакивают ее в 3 слоя. Ну и разумеется, волк требует стрелы, которые нам тоже влетают в копеечку. Так что среди фауны бэт, слово бэт, барсеров, здесь лук имеет место быть в основном только у тех, кто докачал в Миратор до максимума. Но что-то мы отошли от темы. Если научиться использовать лук правильно, мы сможем удивить противника, который не будет ожидать такого поворота. Бэтварс наша задача — попадание с максимально далеких расстояний, как на дуэлях, чтобы избивать врагов, перебегающих по мостам между базой и островами, а также часто менять позицию, чтобы задеть хитбокс противника, выстраивающегося блоками. Для удобства можно включить отображение хитбокс с сочетанием F3 плюс B, либо в настройках вашего PvP клиента. Главное, не перепутайте с одноименным читом. Конец уже, the end now, yes. Конец, да. Вот мы кратко и прошлись по всем житейским хитростям и способам применения лука. Можете ставить лайк или дизлайк, можете подписаться на DeviantArt, а можете и на OnlyFans закинуть рупору данного видео денег. А можете и написать негативный комментарий. Если попадете в яблочко, можете взять с полки пирожок с калом. Вставка «Тигр», кредит, помощь в создании видеоматериала, Нарклер, создание превью для ролика и монтажер Бог, директор и продюсер Фриволос Гер, голос за кадром, автор идеи «Фотожизнь». Хюндерев, Шлиндер 375. Внесение правок в текст. Конор Макгрегор — это красивые глаза. 02 Ворк Харклер — это создание и редактирование текста. Увольнение Хеп — это режиссер.